Здравствуйте, дорогие наши подписчики и гости нашего канала. Сегодня поговорим о том, что представлены Audi Q4 e-tron 2022 года и Q4 Sportback e-tron, более доступные электромобили. Audi представила свои самые доступные, полностью электрические модели. 2022 Q4 e-tron и 2022 Q4 Sportback e-tron, обещающие стартовую цену менее $45 тысяч и запас хода около 250 миль. Вместо того, чтобы гоняться за потрясающими характеристиками, Audi предпочла взяться за сердце компактных кроссоверов, сделав свое внутреннее пространство, технологии и достижимую изысканность. Нет недостатка в причинах, по которым эти автомобили являются важными для Audi, но, пожалуй, наиболее важным является то, что они первыми используют платформу MapVW Group. Разработанный специально для электромобилей, а также для доступных электромобилей, он должен помочь сделать Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron гораздо более доступными по сравнению с другими электрическими моделями автопроизводителя. Q4 дизайн e-tron, как и в случае с концептами Audi, новый электрический кроссовер имеет два стиля кузова. Audi Q4 e-tron 2022 года имеет более традиционную форму внедорожника, а Audi Q4 Sportback e-tron 2022 года имеет наклонную линию крыши в задней части багажника. Он также добавляет спойлер посередине заднего стекла, разделяя окно пополам и повышая аэродинамическую эффективность. Решение между ними – это не просто вопрос стиля. Sportback на самом деле более аэроэффективен. У него коэффициент лобового сопротивления 0,26 против 0,28 у внедорожника. По словам Audi, это может помочь увеличить запас хода более чем на 6 миль в зависимости от модели. У обоих одинаковые короткие свесы и сильно выдвинутые в повороты колеса. Матричные светодиодные фары являются дополнительными с выбором из 4 вариантов дневных ходовых огней, выбираемых водителем, а решетка радиатора глухая, как и у других электромобилей Audi, чтобы подчеркнуть действующую электрификацию. Спортивная подвеска опциональна, опускающая корпус на 15 мм. Это стандартно для пакетов S-Line. Audi Drive Select с несколькими режимами движения является дополнительной опцией для Q4 e-tron и стандартной для Q4 Sportback e-tron. Audi также предлагает активную регулировку амортизаторов подвески. В задней части есть световая полоса, охватывающая весь кузов, с тонко светящимися красными кольцами Audi. Sportback имеет стандартную электрическую заднюю дверь, в то время как обычный Q4 e-tron может быть оснащен рейлингами на крыше. Ассортимент Audi Q4 e-tron, аккумуляторы и зарядка Audi для начала анонсирует по 3 версии Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron, по крайней мере, для Европы. Модель начального уровня будет иметь задний привод с одним электродвигателем, приводящим в движение задние колеса. Названный Q435 e-tron, он будет иметь аккумулятор на 52 кВт НЕТа и предлагать 125 кВт 168 лошадиных сил для разгона от 0 до 62 миль в час за 9,0 секунд и ограниченную электроникой скорость до 99 миль в час. Audi ожидает, что Q435 e-tron проедет 212 миль по циклу WLTP, а Q4 Sportback 35 e-tron – 217 миль. Q440 e-tron будет иметь аккумулятор емкостью 77 КВТЧ и один задний электродвигатель мощностью 150 кВт, 201 лошадиная сила. Он сократит время 62 миль в час до 8,5 секунд, хотя максимальная скорость ограничена тем же пределом в 99 миль в час. По оценкам Audi, он проедет до 323 миль по циклу WLTP. Наконец, Q450 e-tron Quattro и Q4 Sportback 50 e-tron Quattro имеют два электродвигателя общей мощностью 220 кВт, 298 лошадиных сил и 339 фунт-фут крутящего момента. С электрическим полным приводом они разгоняются до 100 км за 6,2 секунды, а максимальная скорость составляет 112 миль в час. Со стандартной батареей на 77 КВТЧ Q450 e-tron проедет 303 мили по циклу WLTP, а Q4 Sportback 50 e-tron – 309 миль.
Что касается зарядки, меньшая батарея поддерживает быструю зарядку до 100 кВт постоянного тока или до 7,2 кВт зарядки переменного тока. Большая батарея увеличивает эти цифры до 11 кВт на переменном токе и до 125 кВт с быстрым зарядным устройством постоянного тока. Что касается последнего, то можно рассчитать, что расстояние составит около 81 мили примерно за 10 минут. Внутри пространства из сегмента выше Audi Q4 e-tron, несмотря на то, что снаружи на 3,5 дюйма, короче Audi Q5 обещает значительно больше места в салоне. Он больше похож на внедорожники в классе выше. Это связано с компактной упаковкой электромобилей, в которой аккумулятор находится под полом, а электродвигатель или двигатели выдвинут на оси. Также нет карданного вала, который разделял бы середину салона, и Audi также сократила традиционную центральную консоль между передними сиденьями. Вместо этого вы получаете приподнятые задние сиденья с дополнительным пространством для ног. Панорамный стеклянный люк в крыше не является обязательным, в то время как автоматический кондиционер входит в стандартную комплектацию. Доступны трехзонный HVAC и обогрев лобового стекла. В салоне также нет недостатка в отсеках, включая место для больших бутылок с водой во всех 4 дверных карманах, большой отсек для хранения, 4,4 литра спереди и несколько подстаканников. Q4 e-tron имеет 18,4 кубических футов багажного отделения, расширяясь до 52,6 кубических футов при сложенном раздельном заднем сиденье. Q4 Sportback e-tron предлагает 18,9 кубических футов или 51,6 кубических футов соответственно. Дополнительный подвижный пол багажника можно установить на 2 разных уровнях высоты. Audi уже показала нам приборную панель Q4 e-tron, включая свою информационно-развлекательную систему Mi, новое рулевое колесо, аудиосистему Sonos и проекционный дисплей дополненной реальности R-HUD. Новое колесо впервые имеет обновленный логотип с 4 кольцами и сенсорное управление на двойных спицах. Подогрев не является обязательным, как и лепестковые переключатели, которые переключают электромобиль через 3 уровня рекуперации торможения. По словам Audi, 90% торможения обычно осуществляется за счет регенерации. Помимо традиционной кожи и улучшенной кожи NEPA, будут доступны удобные для животных варианты, такие как искусственная кожа и микрофибродинамика. Обивка Pulse будет предлагаться в салоне S-Line. Алюминиевая отделка приборной панели имеет 2 разные текстуры, в то время как деревянная версия имеет 3D-текстуру. В целом, по словам Audi, 31% интерьера Q4 e-tron состоит из переработанных материалов. Информационно-развлекательная система оснащена 10,1 или 11,6 дюймовым центральным сенсорным экраном, а водитель получает стандартный 10,25 дюймовый цифровой приборный дисплей. В качестве опции предлагается полная система виртуальной кабины Audi. Голосовое управление на естественном языке запускается с помощью пробуждающего слова «Привет» Audi стандартно с локальной онлайн-обработкой. Также есть новый R-HUD от Audi, который добавляет 2-й слой графики, которая, кажется, парит над проезжей частью впереди. Это может быть использовано навигационной системой, например, для наведения анимированных стрелок направления на предстоящий поворот. По словам Audi, это эквивалент 70-дюймового дисплея, плавающего на расстоянии около 33 футов перед автомобилем. Второй, более близкий уровень HUD зарезервирован для таких вещей, как скорость и состояние батареи. В моделях Q4 e-tron с Adaptive Cruise Assist HUD показывает графику, объясняющую, что делает система и когда водителю может потребоваться взять на себя управление. Недавно добавлено партнерство с Sonos, которое предоставляет аудиосистему премиум-класса для Q4 e-tron. В США ждут e-tron 4-го квартала Европа. Сначала получит e-tron 2022 года, а кроссовер поступит в продажу в июне 2021 года. Он будет стоить от 41 900 евро $48 700 США, без учета льгот в Германии. В конце лета за ним появится Sportback e-tron Q4 2022 года с премией примерно в 2000 евро $2300. Что касается США, нам нужно проявить немного больше терпения.
Audi все еще дорабатывает доступность, но ожидает, что электромобили появятся к концу этого года. Покупатели получат на выбор 3 модели, все с большей батареей емкостью 77 квтч, 2022 Q440 e-tron RWD, 2022 Q450 e-tron Quattro и 2022 Q4 Sportback 50 e-tron Quattro. Индивидуальные цены будут подтверждены ближе к выпуску, но Audi заявляет, что они будут начинаться с менее $45 тысяч до введения федеральных налоговых льгот на $7500. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить интересные новости от мировых автопроизводителей.